Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Планета Земля. Сегодня мы поговорим о снежном барсе. Скрытный характер и почти мистическое умение молниеносно растворяться среди острых скал сделали снежного леопарда персонажем фольклорных преданий многих азиатских народов, в которых он описывается как неуловимый дух гор, способный принимать любые формы и даже становиться невидимым. Снежный барс, ирбис, по ряду признаков занимает промежуточное положение между большими и малыми кошками. С большими кошками барса роднит узор на голове, манера держать хвост, когда животное спокойно, и еще ряд анатомических особенностей. Барс, как и другие малые кошки, умеет мурлыкать. По своим габаритам ничуть не уступает леопарду. Самцы обычно крупнее, массивнее, крепче своих соплеменниц. Взрослые самцы весят от 65 до 75 килограмм. Длина тела до 2 метров. Хвост толстый, покрытый густой шерстью. Чтобы не замерзнуть среди своих снегов, барсу пришлось обзавестись густым длинным пошерстком, поверх которого длинная белая шерсть, нередко отмеченная желтоватым налетом. Зимой шерсть барса становится гуще и приобретает очень красивую окраску. Даже подушечки лап покрываются шерстью, что помогает ему передвигаться по снегу. Это прекрасное животное безжалостно уничтожается из-за его прекрасного меха, и потому в настоящее время он как вид находится на грани исчезновения. Голова барса кажется небольшой и довольно изящной. Ее украшают маленькие целиком черные пятна. Нижняя сторона туловища, а также внутренняя часть ног расцвечена белым. По краю белого меха пятна полностью черные. Такие же они и на ногах снаружи. Зрачок круглый, зрение острое, хорошо развитое. Да и другие органы чувств отменно служат барсу. Когда на душе у этой кошечки хорошо, она, как и ваши домашние любимцы, мурлычет. Рычать он тоже может, подобно представителям знаменитых царственных кошачьих. Только рычит хозяин снегов негромко. Встречается ирбис в горах Центральной Азии от Памира, Тянь-Шаня, Алтая до индийских штатов Кашмир и Сиким и юго-восточного Тибета. Обычно он проводит время на высоте 2000-3000 метров. В теплую погоду забирается даже под крышу мира на 6000 метров, что всего лишь на 2000 метров ниже, чем Эверест. Живет он и в густых зарослях кустарника, и на горных равнинах, где растительности почти нет. В качестве жилища выбирает расселены скал и пещеры, где и выводит потомство. Здесь, среди горных льдов и снегов, его мех превосходно маскирует его и от врагов. Хотя охотиться ирбис предпочитает в сумерках, но и днем он зря времени не тратит. В эти часы он любит посетить солярий, то бишь полежать и погреться на солнышке. К своему дому барс очень привязан, хотя охотясь забредает очень далеко от него. Кормится он всеми живущими в его вотчинами млекопитающими, от мышей до горных козлов и баранов. Порой расправляется и с яками. Летом барс уходит высоко в горы в поисках сурков и других мелких млекопитающих. В это время можно полакомиться и ягнятами дикой овцы. Это легкая добыча для барса. Сильные холода и глубокие снега сгоняют его вниз в долины, где барс нападает на домашних животных. На человека не нападают, но если доведется, смело отбивается от него. В погоне за ценным мехом люди могут истребить этого прекрасного зверя. Снежный барс имеет и другое общепринятое название – ирбис. Оно укоренилось давно. Еще в 18 веке русские купцы, торговцы пушниной переняли это название у местных азиатских охотников, многие из которых говорили на тюркском наречии. Слово это ими произносилось как ирбис, что означало «снежная кошка». Зверь обитает в горах на высоте до 4500 метров над уровнем моря, где кругом снежники, ледяные языки и вершины гор, покрытые вечными белыми шапками, где бывает очень холодно и дуют сильные студеные ветра. К этим условиям снежный барс хорошо приспособлен. Одет в теплую шубу, мышцы лап очень сильные, с легкостью одним махом перепрыгивает барс ущелье шириной до 10 метров. Одним прыжком ловко может преодолеть высоту в 2,5-3 метра, как будто перелетая с одного уступа на другой. Он без страха ходит по скальным карнизам над пропастью, может с большой высоты прыгнуть и со снайперской точностью напасть на свою добычу. Излюбленные места обитания ирбиса – скальные участки гор, нагромождение камней, осыпи, где обычно мало снега, его сдувают ветры, легче спрятаться от непогоды, найти место для засады, укрыться от врагов. Здесь же зверь устраивает логово,
выбирая подходящую пещеру, расщелину или каменный навес. В этих убежищах он проводит светлое время суток, а с наступлением сумерок выходит на охоту. Идет он смело, врагов у него из числа зверей нет. Лишь в зимнее время могут быть серьезные стычки с голодными волками. Но Ирбис постоять за себя может. Как же удается снежным барсам выживать в столь экстремальных условиях? Для этого природа наделила их многими уникальными особенностями. Небольших размеров голова с маленькими закругленными ушами, широкие ноздри, согревающие холодный разряженный воздух, длинная, очень густая и плотная шерсть. Все это помогает сохранить тепло там, где начинается линия вечных снегов. Великолепный толстый хвост, длина которого иногда превышает длину всего туловища, выполняет сразу несколько полезных функций. Помогает балансировать во время прыжков, ночью служит одеялом для своего владельца, а также хранит запасы жира. Суровая скалистая местность, которую снежные барсы зовут своим домом, вынуждает их быть отличными прыгунами. Охотясь на добычу, эти хищники способны совершать прыжки длиной до 14 метров. Дымчато-серая с черными отметинами шерсть – превосходный камуфляж для опытных охотников, которые вполне заслуженно называют кошками-призраками. Ирбисы – самые настоящие хищники, готовые съесть любое мясо, которое попадается им на пути. Их нисколько не смутят крупные размеры добычи, зачастую втрое превышающие их собственное. Основная пища ирбисов – сибирские горные козлы и архары, винторогие козлы, олени, кабаны. Среди более мелкой добычи – сурки, зайцы, пищухи, различные виды птиц. Любовь ирбисов к суркам стала одной из причин их конфликта с человеком. Зимой грызуны впадают в спячку, и снежные барсы часто вынуждены нападать на домашний скот. На крупную добычу ирбисы охотятся один раз в 10-15 дней. Огромные лапы с мягкими подушечками, окруженные густым теплым мехом, прекрасно приспособлены к лазанию по скользким склонам гор. Считается, что взрослые снежные барсы – территориальные животные, ведущие одиночный образ жизни, хотя самки воспитывают котят на протяжении довольно длительного периода времени. Логово устраивают в пещерах или расщелинах скал. Каждый снежный барс обитает в границах строго определенной индивидуальной территории. Однако он не агрессивно защищает территорию от других представителей своего вида. Участок обитания взрослого самца может перекрывать участки обитания от 1 до 3 самок. Свои участки ирбисы метят различными способами. Ирбис регулярно совершает обходы своего охотничьего участка, посещая зимние пастбища и стойбища диких копытных. При этом он перемещается, придерживаясь одних и тех же маршрутов, обходя пастбища или спускаясь с верхнего пояса гор. Снежный барс всегда придерживается пути, которые обычно следуют по хребту или вдоль речки или ручья. Длина такого обхода обычно велика. Поэтому ирбис вновь появляется в том или ином месте один раз в несколько дней. На этом все. Ставим лайки, подписываемся и ждем с нетерпением следующего видео. С вами канал Планета Земля. До новых встреч!